Как выйти замуж и не стать при этом бабой, не обабиться, а оставаться красивой, желанной, красивой, утонченной, желанной, женственной женщиной. Сегодня я услышала интересный монолог рассуждения одного мужчины. Мужчина симпатичный, спортивный, выбирает себе женщин тоже красивых, таких, знаете, женственных, ухоженных. И он говорил такие вещи. Вот женщина имеет такую склонность выйти замуж и обабиться, превратиться в бабу. И звучит по его версии, это так. Ой, борщ наварила, так устала, сексом заняться. Ой, какой секс, некогда. Столько дел сегодня переделала. Сыночек, ты уроки-то выучил. И вот это все, и есть детали вот этого процесса, как женщина превращается в бабу. Почему так происходит и как не оказаться в этой грустной истории? Как всегда, ответ очень простой. Я психолог Наталья Корнеева, это канал про отношения. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И я вам расскажу сейчас секрет. На самом деле, чтобы не стать в отношениях бабой, нужно быть женщиной. А те женщины, которые бабами становятся в отношениях, они женщинами женственными не были и до этого брака, до этих отношений. То есть это женщины, которые проскакивают женственность, они из девочки молодой, неопытной, сырой еще, не сформировавшейся девочки сразу через эти отношения, брак, попадают вот в это состояние бабы, обабившейся. Почему так происходит? Потому что незрелая психика. Психика уровня развития девочки, подростка. И вот эти подростки, когда на них наваливаются не подростковый уровень нагрузки, дети, борщи, щи, уборка и все, они внутри не женственные, не дозрели они до женственности, и они проскакивают этот путь женщины, да, и сразу в бабку превращаются. К чему это? Выходить замуж нужно тогда, когда хочется. Ничто не мешает из подростка, из подростковой психики переформировать себя осознанно в женщину, женственную женщину, зрелую женщину. Ничто не мешает, скатившись в вот это состояние бабы, осознанно переформировать себя в зрелую женственную женщину. Что для этого нужно? Первое, нужно понимать, что есть проблема. Пока вы не признаете, что с вами что-то не так, у вас нет шанса это изменить. Здесь есть другая крайность. Есть люди, которые постоянно так тревожно цепляются сами к себе. Со мной что-то не так, я недостаточно хороша. И психологи вокруг, интернет твердят им: успокойся, с тобой уже все хорошо. Но уж лучше в эту крайность тревожную попадаете, потому что вот те люди тревожные, которые все время переживают, что они недостаточно хорошие, они всю жизнь развиваются и улучшают себя. Чаще всего, если это, конечно, не совсем такая паранойя, что со мной что-то не так, что я закрываюсь в своей комнате, не контактирую с миром и не пробую что-то улучшать, если это не крайняя такая точка. Поэтому для начала посмотрите на себя честно. Вот вы в отношениях кто? Девочка-подросток, которая свалила все на своего мужа и ждет, что он все ее проблемы решит, что он будет ее любить. И как, знаете, в сказке про аленький цветочек приезжать домой, и как папа девочке дарить ей всякие там аленькие цветочки и доставать луну с неба. Или вы баба, которая варит борщи, щи, силы за собой ухаживать нету, не развивается, не реализуется, все время уставшая, загнанная лошадь, которая вот только и беспокоится, как это курица такая на насед кудахтает, да? Сынок, ты уроки сделал? Или вы красивая, душевно красивая, изнутри вот это внутреннее состояние. Красивая, зрелая женщина. Зрелой женщиной можно быть и в 28 лет, и в 30, да. То есть эта степень зрелости бывает разной. Но у вас ощущается женщина, как вам кажется? Вы сами себя чувствуете женщиной? Ведь очень многие, на самом деле, женщины проживают путь такой, когда женщине может быть 30, 35, 40 лет, а она себя чувствует девочкой.
И она так радуется: ой, такая молоденькая. Я в душе еще вот девочка. Что ж тут хорошего? Это значит, ты застряла в неразвитой психике. Ты застряла в детском состоянии. Ничего в этом хорошего нет. Очень важно, чтобы наша психика развивалась соразмерно нашему реальному возрасту. Потому что соразмерно нашему реальному возрасту мы проживаем жизнь. Если мы взрослые, у нас проблемы взрослые. И отношения ожидается, что мы будем строить по-взрослому, детей растить по-взрослому. Если ты застряла в подростке, что ты можешь? Ты можешь только то, что подросток. А потом сразу они попадают вот в это состояние «я баба». Это такая уже некая старость, апатичность. В общем, грустная история. Поэтому, честно, посмотрите сначала на реальность, вашу реальность, как у вас. И помните, не бойтесь рассматривать свои проблемы, потому что любые абсолютно проблемы при желании можно решить. Если вам понравилось это видео, досмотрели, если до конца, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, это канал про отношения. Если хотите чем-то поделиться или спросить, пишите внизу в комментариях, обязательно прочитаю, постараюсь всем ответить. До встречи в следующих видео.